Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Винтаж Оксана Гудвин. Продолжаем искать клад на различных свалках. Все, что интересного мне удается найти, я вам, мои дорогие зрители, показываю. Вот эта тяжеленная коробка была найдена тоже на свалке. Будем ее сегодня разбирать, искать клад именно в этой коробке. Перед тем, как приступить к разбору, зрители просили показать винтажные антикварные сумочки. Ну так вот, с мельком я вам покажу одна из моих любимых антикварных сумочек. Видите, здесь на магните закрывается, и магнит приклеился, примагнитился. Это винтажная сумочка гобелен, очень красивый. И вот часть, вот основа, это бакелит, проверяла на бакелит. Вот внутри она тоже в отличном состоянии. Здесь что-то даже написано. Гонконг. Ну, вот такая чудесная сумочка. Видите? Так, следующая одна моя из любимых сумок. Это тоже одна из последних находок. Вот так вот она выглядит, когда эту сумочку я нашла. Там одна из зрительниц эту сумочку так, как сказать, нехорошо о ней выразилась, что типа старье какое-то, она была пыльная, здесь вот прям пыль была видна. Конечно, я все ее почистила, она в отличном состоянии. Замочек, видите, с кристалликами. Она, по-моему, это не натуральная кожа, но она просто в идеальнейшем состоянии, никаких потертостей. И я думаю, что вполне вот эта сумочка может использоваться и в каких-то современных аутфитах. Тем более она, посмотрите, как она просто миленько сделана. Здесь золотой подкладочный материал внутри. И здесь вот зеркальце. Ну, просто шик, блеск, красота. Уникальнейшая вещица. И вот так вот в отличном состоянии. Поэтому, конечно, это гордость моей коллекции, из сумочной коллекции. Ну, не все сумки я вам покажу. Ну, мои любимые сумочки, какие у меня есть. Вот такая сумка, вышитая стеклярусом. Очень красивая. Тоже спор возникал у меня на канале, что такое бисер, что такое стеклярус, мои дорогие. Вот сейчас я вам отличия покажу, да, грубо говоря. Смотрите, вот эта вот сумочка вышита бисером, в основном круглый. Бисер это круглый, а вот такой бочоночки такие стеклянные, это стеклярус. Ну и еще мои любимые сумочки, это из гелиотиса. Вид моллюска, очень красивая расцветка у этого моллюска. И здесь прям такие, довольно крупные пластины. Сам моллюск небольшого размера, но здесь, видите, она прям так сделана. Просто очень качественная такая сумочка-кошелек. И точно такой же формы есть у меня сумочка из перламутра. Я думаю, что это что-то сувенирное. И как бы, носить вот эти вот сумочки мне просто жалко. Это как часть коллекции. Я первую увидела вот эту сумочку. Я ее сразу схватила. Потом смотрю, такая же форма, такое же все. У этой сумочки взяла и вторую. Только, скажем, в машине я рассмотрела, что она тоже из перламутра. Ну ладно, не буду долго вас задерживать. Давайте приступим к разбору вот этой уникальной коробочки. И давайте сразу начнем с вот этой стойки браслетов. Буду по одному брать и разбирать, смотреть, что с ним не так, что с маркировкой. В общем, вот так вот. Два браслета. Люцид. Думаю, что они относятся к одному периоду, к одному времени. Так, поближе вам будет лучше, да, рассматривать. Вот так вот. Очень красивые сами эти люцитовые вставки. Это тоже перламутр. И очень красивого оттенка эмаль. Лавандового оттенка. Такая вещь. По-моему, здесь нет на этом браслете маркировки. Так обратная сторона выглядит.
Здесь вот, кстати, есть маркировка. Давайте разберемся, что тут написано. Так, минуточку. По-моему, очень нечитаемая практически, но маркировка есть. Крупный довольно-таки браслет. Красивый такой, интересный. Так, давайте я немножко вот так опущу, чтобы сфокусироваться на рассмотрении именно вот этих украшений. Следующий браслет тоже люцит. И здесь опять-таки собран перламутр и вот такие вот блестки. Браслет на довольно узкое запястье. Так, следующий браслетик буду сниму сразу несколько браслетов. И вот такая вот куча браслетов у меня образовалась. Ой. Вот такой браслет. Очень выполнен такой в этническом стиле. Мне кажется, что-то здесь есть и восточное, и мексиканское. Но этот браслет мне достался без застежки. Я подобрала также вот в медном оттенке застежку. Думаю, вполне удачно, очень удачно я это сделала. Сама себя хвалю. И такой вот браслет носить можно. Такой красивый, яркий. Следующий браслетик такой. Вижу, что здесь, конечно, есть потери. Клоузане. И, по-моему, здесь нет маркировки. Ну, как-то, как он? Да, он на магните, кстати. Так, на пружине, на магните. Он держит хорошо форму. Тоже из этой же серии. И практически одного размера. Тоже браслетик. И он тоже, по-моему, на магните. Ну, такие. Но я не очень люблю именно жесткие браслеты. Они как-то стучат, они как-то постоянно на себя внимание отвлекают. Но вот как экспонаты, это просто одно удовольствие за ними. Их рассматривать. Следующий браслет Клоузане. Но уже он такой, видите, как выпуклый. И внутри он полый. Довольно старый браслет. Ну, хорошо, кстати, он закрепляется. И причем рисунок выполнен и по внешней стороне, и внутри. Вот так вот даже. Не поленились вложить труд на ту часть браслета, которая, собственно говоря, не видна. Здесь вот как-то они попроще, а этот прям вот такой замороченный браслетик. Следующий браслет. Здесь штампованная как-то филигрань. Но опять-таки он такой довольно нарядный. Ну вот браслеты на резинках, кстати, этот браслет на резинке, они как-то немного в категории каких-то недорогих, дешевых украшений, но они очень удобные в носке. Здесь вижу, кристаллик отсутствует. Ну, в целом браслет в хорошем состоянии. Следующий браслет, опять-таки, это браслет с такой интересной застежкой. Видите, собран здесь АБ. Причем на бусинах не белого оттенка, а такой прям яркий-яркий, яркое напыление. И очень яркий браслет. На солнце он просто сияет, похоже, как на арбузное стекло. Но нет, это здесь, видите, напыление. Очень такой яркий браслет. Я даже не знаю, в летнее время это как-то уместно его носить или нет. Более как бы носибельно именно в летнее время вот такие браслеты. Тоже у меня два похожих браслета есть. По-моему, на них тоже маркировки нет. Ну вот как летом, они просто классные. Видите, это пластиковые элементы. Это 60-е, 50-е. И знаете, тут вот сочетание пластиковых и, может быть, это натуральные камни. Может быть, это стекло такое. В общем, вот эти элементы, они
как бы холодные и тяжелые, а вот эти вот облегченные, и у них, видите, как бы следы износа есть, вот эта потертость, это вот показатель того, что это пластик. Ну, довольно такой интересный браслетик. Гремит, звенит. В том же стиле, но немного цветовая гамма. Как бы синий, да не синий, совсем другая. Здесь вот как бы морская тема, морской волны, да. А здесь все-таки как-то небесно-голубой оттенок. И здесь фурнитура с медным таким оттенком. Но в целом то же самое, это тоже пластик. Вот эти вот элементы, они прям практически одинаковые, но в том же стиле такой браслетик. А следующий браслет вот такой. Я когда его нашла, подумала, что здесь чего-то не хватает, что-то с ним не то. На самом деле с ним все то. Очень интересно выполнены вот эти элементы. Как бы они тут асимметрично собраны, то есть через два. И видите, как в технике тоже клоузане, тоже типа перегородчатая эмаль. И вставки это пластик. И он так, крепление у него. И это Лиз Клейборн. Посеребрение. По-моему, здесь так обратная сторона выглядит. Я вот помню, когда я этот браслет нашла, там был еще и черный браслетик. Вот я почему-то черный не забрала, а этот вот как-то взяла. Сейчас, конечно же, я об этом жалею, мои дорогие, потому что все меньше и меньше украшений встречается для искателей клада. Сейчас трудные времена настали, и, соответственно, нужно все, что видишь, брать, хватай и беги, что называется. Так, следующий у нас вот стоечка, вот такая кучка. Давайте тоже и ее подробно разберем. Тоже буду брать по одному браслету. Вот такой браслет. Листья в такой естественной, как будто бы это естественное потемнение, но так нанесена эмаль. Здесь, конечно, есть сход покрытия. Я знаю, что есть краска, которой можно покрыть, но я стараюсь все-таки сохранить украшения в том виде, в каком они мне достались. Вот уже отреставрированные украшения, они как бы немного не то, что дух времени теряют, но мне, во всяком случае, вот интересное украшение, которое имеет именно вот это вот налет старины. Такой интересный браслетик. Следующий браслет, который просто меня в восторг привел. И это браслет с секретом. Самое удивительное, что вот все кристаллы абсолютно на месте. Я так подробно его рассматривала, хотя здесь вот и кристаллы мелкие, и, видите, капли кристаллы. И работа здесь такая тонкая. Но вот когда есть сохранность кристаллов, тогда это показатель качества. Когда я перевернула, я вообще удивилась, что это, оказывается, браслет, часы. Вот так открывается, и можно смотреть время. Причем циферблат перламутровый, из натурального перламутра. Ну да, это так вот, вроде как браслет, и тут с секретом. Уникальнейшая вещица. Ну, кстати, вот как-то надевать в обычной жизни такой браслет, я, по-моему, один раз его надела. Но, знаете, когда там какое-то мероприятие, вечеринка, день рождения, если вот на мне, ну, я про себя говорю, какие-то вот такие уникальные вещицы, я как-то на них всегда отвлекаюсь, девчонки. В общем, как бы радость от веселья у меня пропадает. Я отвлекаюсь сама на эти вещицы. Вот такой тоже уникальнейший браслет с пекинским стеклом, жемчужины. И этот браслет я тоже находила в интернете. Браслет сам я нашла в мешке. И вот как вот в каком виде нашла, в таком виде он и есть. И в интернете цена на эти браслеты, конечно, немалая. Я как-то про него забыла. Думаю, что вот этот браслет надо все-таки выгуливать. Как-то я смотрю, все элементы закреплены хорошо. Крапаны взяты. И здесь вот
Эти, как Germany, очень напоминает эти браслеты Germany. Они тоже в интернете, стоимость у них не маленькая. Вот тоже опять говорят, да, фу, там по свалкам, да что там можно найти. Вот такая красота, мои дорогие, может попасть к вам в руки. Если вы знаете, что ищете, на что обращаете внимание, ну, это вот явно. И вот эти элементы выполнены в технике Germany. И вот эта вот сетка сама была очень популярна в 50-е, 60-е годы. Затем было возвращение вот этого стиля. Я тоже вам эти украшения показывала. Следующий, так, браслет вот такой. Тоже я вам когда показывала этот браслет, говорила, что это 50-е. Почему я с такой уверенностью по поводу вот этого браслета говорила? Потому что это браслет принадлежал бабушке моего мужа. Она ушла от нас почти 8 лет назад, в возрасте 95 лет. То есть вот пик ее любви и увлечением украшениями как раз приходился на 50-е годы. И вот этот браслет именно 50-е, и здесь натуральные гранаты и бирюза. Защитная застежка, позолота. По-моему, маркировки здесь я не вижу. Если вы видите, напишите. Когда вот этот браслет я показывала, кто-то из зрительниц мне написал: фу, это дешевка, это вот Алиэкспресс. Ну, мои дорогие, кто интересуется украшениями с Алиэкспресс, как говорится, китайцы мастера на все руки от скуки. И там можно, конечно, найти реплики различных, даже самых известных компаний. Chanel можете найти, там все что угодно можете найти. Поэтому то, что я вам показываю, это натуральное. Конечно, у меня есть украшения современные с сайтов, которые я в повседневной жизни ношу, те, которые не жалко, если там что-то потеряется, что-то, может быть, развалится, как говорится, не жалко. А украшения винтажные, они все-таки требуют более бережного к себе обращения. Вот такой вот браслет, тоже штампованная филигрань, тоже на резинке, казалось бы, да, но опять-таки он очень удобный и так хорошо, нежно довольно смотрится на руке. Маркировки на нем нет. Следующий браслет, вот тоже на первый взгляд ничего такого необычного, но здесь это браслет от Napier. Это тоже винтаж, такая застежка у него. Такой, как бы, ну, обычный, крученый, но такой именитый браслетик. Следующий браслет я вам показывала, по-моему, в прошлом своем видео. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть. И рассказывала про компанию Tofa. И вот этот браслет, вот полная абсолютная копия браслетов от Tofa. Я вам показывала кошек, и как раз вот эта вот техника, когда на крученных проволочках собраны эти, как их, ну, мелкие такие элементы, подвесочки, да, и вот один в один такая же застежка. Но на этом браслете нет маркировки. Я предполагаю, что этот браслет более раннего года выпуска, потому что не было еще запатентованной маркировки этой компании. Но сам браслет, опять-таки, выполнен в такой стилистике шарма. Вспомнила название. Вот эти вот шармы собраны. И, видите, такая техника, как будто бы это силуэты, профили в тесте. Не камеи, а как бы наоборот. Ну, в технике как скоробеи. Ну, очень красивый сам браслет. Я тоже его как-то не решаюсь носить. Думаю, что все-таки он такой возрастной, поэтому бережно надо все-таки обращаться с подобными вещами. Следующий браслет тоже хочу вам показать. Ну, видите, здесь, конечно, у него есть небольшие потери. Ну, подобного размера кабошоны найти проблемно. На самом деле здесь, видите, и геральдика, лилии,
И вот такой формы, такие сердца. Тут все как мы любим. Браслет довольно интересный. И он на магните. Но опять-таки вот на самом браслете нет маркировки. Но браслет по размеру на узкое запястье. Мне вот этот браслет идеально подходит. Даже меня не останавливает то, что здесь нет вот этих кабошончиков. Как бы вообще в глаза не бросается. И поэтому легко я к этому отношусь. Следующий браслет. Это, кстати, тоже найден браслет на свалке. И здесь тоже Лиз Клейборн. Но браслет интересный, причем, когда я его нашла, отсутствовал кабошон, именно вот это вот центральный. У меня было несколько вариантов, по размеру у меня подобные кабошоны были, но я, конечно, сторонник именно оригинального дизайна, и я в интернет зашла, посмотрела, как в оригинале, как это было до того, как оно ко мне попало. И именно там вот розовый кабошон. Причем, вы знаете, вот когда я подбирала этот, ремонт вот этого браслета, как бы вот этот вот розовый кабошон у меня вообще был как бы не в планах. У меня был там, то, что более-менее подходящего такого, как бы натурального оттенка, было что-то бордовое, вишневое, было что-то вот зеленоватое, но вот никак не розовое. А в оригинале вот так вот Лиз Клейборн вот так вот распределилась, и, естественно, я не стала менять, то есть я максимально придерживаюсь оригинального дизайна. Так, следующий браслет. Здесь, по-моему, есть маркировка. Да, и это, по-моему, арт. Браслет очень интересный. Этот браслет, кстати, тоже мне достался от бабушки мужа, поэтому тоже я как с уверенностью, что это винтаж. Здесь собраны несколько материалов. Здесь и натуральное дерево, и пластик, и стекло. Стеклянные бусины в технике Мурано выполнены. И натуральные жемчужины, барочный жемчуг. И все это собрано в такую оригинальную застежку, бабочку. Как бы сама застежка, она уже сама по себе красивая, поэтому как-то так. Ну вот, мои дорогие, браслеты закончились, но остались еще украшения в этой большой коробке, которые тоже следует продолжать разбирать. Поэтому, мои дорогие, до следующих встреч. Ждем разбора окончательного вот этой вот коробки. А я вас всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.